Привет, вот мы приехали в Кострому, и тут уже сразу пошли гулять. Уже по дороге к первому месту увидели на кустах отдыхающую ворону. Вот это терем оф Снегурочка. Вовнутрь решили не заходить, потому что очень рано. И там такая табличка висит: на камеры заморские видео не снимать. Это церковь Воскресения на Дебре, 1628 год, и храм построен на средства городских жителей, тогда, наверное, еще. И это единственный сохранившийся храм в таком оригинальном виде, посадский храм, что-то там, не знаю. Словом и помышлением, и всеми моими чувствами, избавите меня воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твоей милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот это так называемая беседка Островского. Она построена в 1956 году. И тут снимали некоторые кадры из «Жестокого романса». Отца и Сына и Святого Духа, и Твоей милости. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна. Здравствуйте. Гуляете? Кострома основана в 1152 году. Первое упоминание в 1213. Живет тут 270 тысяч человек. Написано, что русских 96%, и как бы вроде основал Юрий Долгорукий. Вот тут стоит Ленин. Раньше тут был Кремль. Кремль тут полностью сравняли с землей в 1934 году. Его варварски просто взорвали. После Кремля осталось много красного кирпича, и он весь пошел на строительство льняной фабрики. Моя, моя, горе, матушка, ой-ля-ля-ля-ля.
торговые ряды. Их строили, трудились более 100 лет, и построили к началу 19 века. И архитектор как бы немец. Часовня Николая Чудотворца на Молочной горе. Молочная, потому что тут раньше выстраивались, торговали молоком, творогом и молочными продуктами. Вот сейчас будет площадь Революции. Раньше она называлась Сусанинской. Тут рядом был раньше памятник царю Михаилу Федоровичу. Его снесли и, в общем, утопили в Волге. В Костроме еще работает треть всех ювелиров России. Тут вот кот стоит. Женщина просто подошла, кинула копеечку, погладила и убежала. Вот это пожарная каланча, и в 19 веке ее даже оценил Николай II, когда посещал Кострому в 1834 году. И после этого вот эту пожарную каланчу стали называть самой красивой вышкой в Российской империи. Федор Волков, который театр в Ярославле мы смотрели, он из Костромы. И Костромская область, она сопоставима по территории с Чехией. Романовский музей, он открыт в 1913 году. Драматический театр имени Островского, середина 19 века. На Костромской лосиной ферме научились добывать лосиное молоко. Но до туда это далеко от Костромы, там дороги, там, в общем, не пробраться туда. Вот это Богоявленско-Анастасин монастырь, 16 век. Даже 15 век, 1426 год. Основан преподобным Никитой Костромским. Внутри можно посмотреть монастырь, а по территории нельзя гулять, потому что, он женский, вот так. Или я уже на опыте, или что-то случилось, не знаю. Когда я спрашиваю дорогу куда-то пройти, мне говорят: ой, так далеко, там, не знаю, я иду и пару километров. А до этого, как я путешествовал по России, так расстояния никого не смущали.
Иду смотреть Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Он считается одним из самых значимых в России. Это 1330 год. И тут скрывался от врагов основатель династии Романовых, юный царь Михаил. Как всегда, монастырь платный. Храм примерно 1680 года. Я не сразу заметил, как улица называется. Рядом с монастырем чисто настоящая деревня, вот домики только, но есть нормальная большая школа, детишки там бегают. Вот музей-заповедник Костромская Слобода, но тут все деревянное, ну, конечно же, платно. Да, Костромская Слобода — это середина 20-го столетия они делали. И Кострома — это первый российский город, ну тогда Российской империи, у которого появился герб. Это 1767 год. На гербе увековечена галера Тверь, на которой сюда приплыла государыня. Язык заплетается, холодно, 4 градуса. Государыня Екатерина II. Ну вот, как бы все такие достопримечательности я посмотрел. Пойду домой. Завтра тоже едем дальше. Такое, ну, некоторые города Золотого кольца получатся. Виза у меня еще пару недель осталась. Так что уже скоро надо будет двигаться к границе. И уже едем дальше, там, как по плану. Как в Калуге. Все, тогда увидимся в другом городе.